Привет всем педалхедам, гитар-гуру, с кем не знакомы, меня зовут Коско, и это выпуски про педали, гитары, вот все как вы любите. В этом выпуске я хотел бы вам показать, как звучат некоторые фузы, которые я спаял за последнее время. В данном случае вот 6 таких разных фузов. Их у меня есть намного больше, но все мы не сможем послушать, потому что банально не хватает места даже в кадре, и это будет довольно-таки долгий обзор. Я выбрал самые интересные, мы послушаем каждый по очереди. Я расскажу, какой из фузов мне, наверное, нравится больше всего. Итак, в арсенале имеется вот такой вот классический фуз-фейс на германиевых транзисторах GT402. Вот. Он питается от обычного блока. Я сделал так, чтобы он питался от обычного стандартного блока, но его нельзя включать в сплит с другими педалями именно в плане питания. Далее есть вот такой вот Lil Fuzz. Это маленькая-маленькая схема, которую я нашел. Я ее чуть-чуть модернизировал, подобрал другие компоненты, и получился вот такой вот маленький симпатичный Lil Fuzz. Далее Tone Bender, это один из классических таких тоже фузов считается, еще с 60-х. У него такой достаточно своеобразный характер, и мне он очень нравится. У меня есть Tone Bender от GHS, но этот немного отличается от оригинального GHS Tone Bender, хотя схема взята вот именно с GHS. Далее вот такой вот розовенький агрессивный фуз, у него нет конкретного названия, но схема здесь Solid Gold FX. If 6 was 9. Вот. Очень такой тоже характерный прикольный фуз с ручкой BIOS, что дает более такой гибкую настройку фуза и такой разный достаточно характер можно настроить. Далее имеется вот такой вот фиолетовый симпатичный просто фуз, но схема здесь фуз-хагер Phantom Octave. Очень прикольный, мне нравится вот именно когда одна ручка, он такой простой, конкретный, со своим характером, прям очень хорош. И вот такой вот лиловенький, симпатичненький FZZ Cosco с схемой Reeves Electro ZO. Вот, очень напористый и такой хрустящий фуз. Мне он тоже очень нравится. Что ж, давайте послушаем, как они все звучат. Надеюсь, вам понравится. Пишите там свои комментарии, какой фуз вам больше всего понравился. И приступаем. Okay, let's go. Okay, let's go. Думаю, можно начать с фуз-фейса. Он такой самый базовый, самый классический. Мне нравится, что у него есть низы. Он такой сбалансированный, и у него большой спектр частот. Ну да, так совсем слабенько звучит. Не так ярко и мало гейна. Ну да. Тут, мне кажется, есть смысл оставить ручку полностью на все выкрученной и все, и зашить ее внутрь. У меня есть другой фуз-фейс, который я паял с транзисторами GT, еще есть с транзисторами MP, но он более напористый, более такой гейновый, то есть здесь, скорее всего, я подобрал довольно слабый коэффициент усиления, но звучит тоже вполне винтажно, приятно так. Отлично. Дальше Lil Fuzz. Это, напоминаю, схема, которую я нашел в интернете. Такая маленькая простая схема, там буквально пару компонентов. Я подобрал свои компоненты, и получился такой вот Lil Fuzz. В чем его прикол? У него тоже вот, ну сейчас услышите. То есть у него очень короткий такой гейн, он сразу затухает, и по сути вот педаль без шума. Ну там есть какой-то минимальный, но в целом он очень пережат. Класс.
класс. Мне очень нравится, как он хрустит и аж захлебывается. Не знаю, это очень прикольный характер такой. То есть вот по сравнению с фузфейзом такой мамин зайчик И, кстати, да, у Lil Fuzz, по сути, одна ручка волюм, то есть тише, громче, все, больше ничего. Все, вот и вся педаль. Дальше Tone Bender. Когда я его спаял, я очень удивился, насколько он хорош, потому что он конкретно так отличается от оригинала GHS, хотя я делал по схеме вот именно GHS версии Tone Bender, и он прям очень крутой. Чем он лучше, у него более такой грязный, хриплый характер, и мне это очень нравится. Такой жирный, такой низкий, глухой тон. Хорош, очень нравится, очень нравится. Приятный тон, приятный хруст, прям то, что нужно. Итак, розовенький фуз. Напоминаю, это Solid Gold FX. If 6 was 9. А ну-ка. А, не похож. Все-таки Fuzzface имеет такой более bright. Меняем без. Ого, ого. О, грязь, пошла грязь. Класс. А ну-ка. Грязища. А ну-ка. Ну вот, мне кажется, посерединке прям самое оно. Чуть-чуть вот так вот. Ну да, разница есть. Есть разница. Этот более хрустящий, этот более такой напористый, агрессивный. Fuzzface вообще другой. Он более мягенький, как по мне, такой прям няшный очень. Да, этот еще более пережат. Круто, круто. Итак, что же, слушаем дальше. Есть вот Fuzzhager Phantom Octave с одной ручкой.
слышно, просачивается чуть-чуть такая октава, такая брызгающая прям. Да, есть. Класс. Тоже такой пережатый, грязный, рвущийся. Блин, ну октаву слышно. Кайф. Ну и здесь тоже, по сути, волюм, больше ничего. Класс. Хорош. И последний FZZ Cosco. Тоже такой басовенький, такой насыщенный. Блин, радио херячит. Супер хрустящий, супер напористый такой. Да, он очень песочный, такой, очень крошится, прикольно сыпется. А ну как он звучит в сравнении с Тонбендером? Тоже как будто есть такая небольшая октавка, но он более глухой, такой собранный, не такой раскрытый, как Тонбендер. Что ж, давайте теперь послушаем, как звучат все педалинки по очереди и почувствуем характер каждого. Что ж, вот такие вот фузики, звучат они вот так вот прекрасно, каждый по-своему, каждый имеет свой характер, свой тон. Как по мне, можно было бы все поставить себе в педалборд, и педалборд был бы исключительно из фузов. Но нужно выделить какой-то один или хотя бы несколько из этих. Не знаю, сложно выбрать. Наверное, все-таки, если приходится выбирать, я бы выбрал, наверное, Тонбендер, потому что он идеально подходит по моему вкусу. Я люблю именно такого характера фузы. Конечно, еще в арсенале имеется Pharaon Supreme, есть Big Muff, он же Bad Guy, но это уже можно будет слушать, наверное, в следующем видео. А пока вот такие вот прекрасные фузы. Надеюсь, вам тоже понравился звук.
напишите свои впечатления, какой вам больше всего понравился. Вот, буду рад вашим комментариям, лайкам. Поэтому подписывайтесь, кто не подписан. До следующих видео. Всем спасибо. Пока!